Всем привет! Сегодня готовим вкусную, суперсочную мясную закуску – мраморное мясо. Смотрится оно очень эффектно и украсит любой праздничный стол. Посмотрите, какое мясо получилось красивое, по-настоящему мраморное. И здесь, видите, кусочки маслин, перец. Именно маслины и перец добавляют сочности этому мясу. И курица совершенно не сухая, а очень сочная и нежная. Мясо прекрасно держит форму. И для того, чтобы приготовить это замечательное блюдо, мне понадобится 1 килограмм 400 грамм куриной грудки, 1 болгарский перец, маслины 125 грамм, чеснок примерно 25 грамм. Я его уже натерла на мелкой терке. 60 грамм быстро растворимого желатина. И также я буду использовать такие специи. Конечно же, соль и черный перец берите по своему вкусу. Я просто скажу, сколько буду использовать я. Здесь у меня 2 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 3 чайные ложки сладкой паприки, 1 чайная ложка майорана, 2 чайные ложки тимьяна, пол чайной ложки куркумы. И черный перец я буду использовать примерно тоже пол чайной ложки. Подготовим и замаринуем куриную грудку. Куриную грудку я буду нарезать вот такими полосками. Отправляю в миску. Сейчас в мясо я добавляю все специи и соль. Добавляю черный перец, чеснок. Чеснок я натерла на мелкой терке. И также добавляю желатин. Все хорошо перемешиваю. Чтобы все хорошо смешалось, я добавлю в мясо немного воды, миллилитров 20. Тогда легче растворится желатин и хорошо распределится. Закрываю миску с мясом пищевой пленкой и оставляю мариноваться примерно 1 час прямо на столе. У меня прошло примерно 1,5 часа. Мясо прекрасно промариновалось. Я сейчас режу болгарский перец вот такой соломкой. Я в мясо буду добавлять болгарский перец и маслины для того, чтобы мясо получилось более сочным, так как куриная грудка, она все-таки немного суховата. И сейчас я покажу, в какой форме я буду запекать мясо. Вот у меня такая прямоугольная форма для кексов или для хлеба. Размер ее 15 на 30 сантиметров. Форму я застелила пергаментной бумагой. Причем именно хорошей пергаментной бумагой с силиконовым покрытием. Посмотрите, я выложила сначала вот таким образом и сделала вот как бы такой корабль, защипнула при помощи скрепок. У меня получилась вот такая застеленная пергаментной бумагой форма. Можно в этом случае использовать рукав для запекания. Но так как у меня во Вьетнаме рукав для запекания днем с огнем не найдешь, я использую именно вот такой пергамент. Он тоже прекрасно подходит. Итак, я начинаю формировать мясо. На дно формы я выкладываю мясо, плотненько его вот так вот утрамбовывая. Первый слой я сделаю чисто куриная грудка. Хорошо вот так вот разравниваю и выкладываю. Мясо прекрасно промариновалось, оно так замечательно пахнет. Очень хорошо.
После того, как хорошо распределили первый слой, я выкладываю маслины и перец. Но вот так вот в хаотичном порядке. Я сейчас все это буду перемешивать, как бы перец с маслинами и с мясом, чтобы попадались разные части. Вот таким образом все выкладываю и хорошенечко прижимаю. Верхний слой я уложила тоже так, чтобы было сверху только мясо. И теперь посмотрите, что я делаю. Я просто вот так вот соединяю сверху пергаментную бумагу, немного ее подкручу, чтобы она не раскрылась, и степлером скрепляю. Я не хочу, чтобы пергаментная бумага слишком плотно у меня лежала на мясе. Вот таким образом скрепляю, и я прекрасно обойдусь без рукава для запекания. У меня получился вот такой, можно сказать, корабль. И сейчас форму с мясом я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 1:20. Мясо я достала из духовки. Пеклось оно у меня 1:20. Сверху свою конструкцию я накрыла еще фольгой, для того, чтобы не горела пергаментная бумага. И сейчас, посмотрите, я немножечко приоткрываю мой вот такой вот конверт, чтобы выходил лишний пар и мясо остыло. Мне надо его охладить до комнатной температуры. После того, как мясо остыло до комнатной температуры, я аккуратно подворачиваю пергаментную бумагу, выравниваю. Таким образом. И сверху устанавливаю груз. У меня здесь крупа, рис. Я аккуратненько, ровно распределяю. И так отправляю мясо в холодильник. Мне надо, чтобы оно полностью хорошо застыло. На это уйдет примерно часов 6. Мясо я достала из холодильника. Оно у меня стояло всю ночь. И как видите, я подложила еще фольгу, чтобы не проходила вот эта жидкость из мяса. И сейчас открываю и посмотрим, что у нас получилось. Аккуратненько поддену, чтобы отсоединилось хорошо. Оно так хорошо застыло, такое плотненькое получилось. Опа, мне надо немножко поддеть, чтобы оно отсоединилось. И сейчас мясо я переверну прямо на доску. Оп! Видите, оно у меня отлично досталось. Открываю все. Я уже, кстати, попробовала кусочек желе. Очень вкусное. Как видите, в пергаментной бумаге мясо прекрасно запеклось. Всю пергаментную бумагу я сейчас убираю. Разрежу мясо и покажу, какое оно получилось внутри. Посмотрите. Замечательно. Очень хорошее мясо. Пахнет просто божественно. Вы видите? Очень красиво. Такое мраморное. И я сейчас попробую эту мясную закуску. Вкусно! Закуска получилась очень нежной и сочной. И она совершенно не жирная, потому что мы делали ее из курицы, из куриной грудки. Такая закуска получается легкая. Я уверена, она понравится не только мужчинам, но и женщинам. И, конечно, она такая сочная и ароматная. Здесь добавили маслины, перчик. Очень вкусное получается вот это вот желе внутри. Невероятно. Передать словами невозможно. И посмотрите, какая она красивая. Я думаю, такая закуска украсит любой стол. Я желаю всем приятного аппетита.
ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!